Вот такой вот у нас Mercedes B-класса. С ошибкой не запускается. И вот такие вот ошибки. Имеется неисправность изоляции высоковольтной батареи. Предупреждение об изоляции высоковольтной батареи. Блок управления системы. Все. Остальных ошибок в блоке нету. Так, очередной Mercedes B-класса электричка приехала с ошибками по изоляции. Сейчас хочу проверить сопротивление изоляции. Так, что мы здесь имеем? Сопротивления вообще никакого практически нету. 10 килоом. То есть там должно быть столько антифриза, что пробой вообще идет жесткий. Провод. Так, откинули высоковольтные провода и меряем изоляцию сейчас. Ну, а что, следующий шаг? И сопротивление стало 4 мегаома. Отключить от 4,5. Посмотреть, это чарджер, хуярджер или... Поэтому проблема у нас не в моторе. Хотя на датчике вроде есть отложение от антифриза, но проблема не в антифризе в данный момент. Сейчас будем дальше прозванивать. Прозвонили провода. А ну давай сейчас провод теперь. А ну держи. Прозваниваем провод. Вот у нас такое же точно сопротивление, как было, когда мы мерили на обмотке мотора. Стой. А ну пробуй на массу. Так, отсоединили с батареи. А ну теперь сколько? Ну, на этой прозвонке 65 было. Смотри. Не поменялось? Нет. То есть, оценив провода, у нас не поменялось сопротивление. То есть Значит, чарджер, шмарджер или... Оно напрямую идет. Или этот... Подожди, эти провода? Мерседес это тоже с Теслой? Или еще, да, это Да. хотел сказать, у него экран есть. Теперь в этом режиме. Если есть вода... У них во всех экран 27,7. Если есть вода в гофре, как-то, может, как на экран. Слушай, а под током, насколько оно там? Если дать ему ток, там, я не знаю, там, за десяток ампер, и посмотреть, как и сопротивление изменится. Может, даже где-то водичка зашкварчит в жгуте. Так, проблема у нас сейчас где-то дальше, не в моторе. Будем разбираться. Вот видишь, оно упало еще. Там, ну, точнее, относительно, мне кажется, я бы ему не верил. Ну, короткая ближе в эту сторону. Я бы, если что, так дал бы какую-то напругу сюда и посмотреть по току. Так, где ток больше побежит. Сейчас попробуем хейтера побить за то, что не поддерживает мой канал. Вот этот экран есть. Сейчас будем его бить и смотреть. 30. 36,8, 37. Ну, нормально. За полдня можно до мигома дойти. Подожди. Ты его не снимешь, он там по ходу прикрученный. Ну, сейчас открутим. Хитер. 37,7 у него температура. Так, боюсь, что он болеет. Так, ладно, будем сейчас снимать Можно его. в эфире говорить шляпа вирус? Барановирус. Так, откручиваем
хитр. Сейчас посмотрим. Это он так повлиял на машину. На датчике положения ротора антифриз, следы антифриза есть, но при этом сопротивление по мотору отличное, 4 мегаома. Хорошо было бы, если был бы хороший доступ до разъема. Можно было снять и сразу проверить. Но, к сожалению, из-за того, что засунули разъем непонятно куда, то приходится его откручивать. Так бы, если в дороге случилось бы, можно было бы снять его и поехать дальше. Но не тут-то было. Сняли разъем. Ага, хитидец. А ну давай это посоединим, чарджер. Да там все в порядке. А ну. И сейчас проверь. Там все в порядке теперь. Вот корпус. На массе висит, да? Где-то в середине хитера что-то пробилось. Потому что сопротивление не 0, а получается. Давай проверим. А ну. Смотри, как он сделан. Тен вот так вот скручен, Да, да. и он на середине вот здесь где-то коротнул. А ну давай сейчас проверим. Может быть, его пробили. Смотри, болтом. льется. А ну давай. Что, типы пробили? Да не, это просто предположение. Так. Подожди, он сюда не достает. Не так вот. Так, вот наше сопротивление. Вот из-за этой ерунды машина и встала. А ну вот эту надо открутить. Мне кажется, Типа длинный болт. мне кажется, вот эту закрутили. крышку надо снять и увидеть, там будет повреждение. А не перед... Так, ну интересно, что внутри него, почему он перестал сопротивляться изоляции. Меньше на него Воняет, он сгорел. бить надо. Ну тут сгорело что-то. Воняет. Ну, есть небольшое раздутие Запах- пластика. Запах пошел. Как пластик поплавился, да? Ну это термостойки, но короче там внутри получается Пены как что-то бы пошло стоят. не так. Наверное, воздух попал. Как в бойлере, А да? может радиатор с этими с ЖБТ ключами? Ну-ка. Та-да-да-да-да-да. Да. Я даже на перекур не могу пойти, мне так интересно. Ой, Капец. Шикарно. Ой, это полупроводники там такие. А, нет, Нет, это металл нет. видишь, Да. раскладывается. Да, да. да, камера не передает запах, но запах здесь приятный. Охуеть, вот это да. Питання є? Питань нема. Это клемник. Бля, клемник, вот оно. Как Да сделано. все, не надо. То не є добре. А то потом скажут, что это мы сломали. Запах горелый, как костра какого-то. Как будто электроника сгорела. Это силикон. Силикон сгорел, вот эта заливка. Так интересно. Нифига не понятно, но очень интересно. Ага, вот уже начинается металл. Вот, короче, отгорело что-то. Вот. Мгм. Так. Вот получается вывод какой-то. Он приваривался, получается, к этой шинке. И вот она приварная Это, скорее точка, да? всего, да, начало вот этой спирали. А это термодатчик сюда подходит. Вот этот разъем как раз. Этот ремонт однозначно произошел быстрее, чем RAV4. Battery heater Монтаж. LG. Как 2 байта переслать. В теории можно восстановить.
обычно машины появляются с пробоем изоляции. Это либо батарея, ну у нас были, либо с батареей, либо с мотором. Пошло еще туда гореть. А вот чтобы хитер был неисправный, у нас такое впервые. Слышали, что проблема бывает еще с компрессорами кондиционеров, но сами пока не сталкивались. Вот это у нас пока впервые такое. Короче, тут настолько загорело, что оно не отковыривается. Ладно, все, бросай. А что оно тут хоть такое? Ну вот это подозрительные провода. Они Чем они сюда тебе? пошли. Ну, один отгорел от этой вот шины, вот видно начало, куда он приваривался. Вот. Угу. А этот пошел сюда. То ли это выход, то ли перемычка. Ну и ладно. Вот такая вот беда произошла с Мерседесом. В связи с тем, что автомобиль нам привезли с указанием, что на датчике вращения мотора присутствует антифриз, мы согласовали с клиентом, что мотор все равно снимаем и меняем сальник, дабы исключить повторного обращения в ближайшее время с проблемой изоляции. Поэтому мы сняли мотор, разобрали его и проверили наличие антифриза внутри самого мотора и, соответственно, проверили состояние подшипников. Так, ну сальничек однозначно течет. Сейчас снимем крышку и посмотрим, есть ли антифриз в самом моторе. И вон видны следы антифриза на стопоре. Отложение вот через импульсное кольцо. Поэтому будем снимать. Так, выработки на роторе как таковой нету. Поэтому снимем, сейчас посмотрим, что в самом моторе. И тогда будем понимать дальше, что делать. Вот какие-то наросты антифризные. Как соль такая, как рассыпается. Ну и здесь везде конденсат. Поэтому не сейчас, так позже оно о себе дало бы знать. Здесь, конечно, и смазка от подшипника полезла, но основное это антифриз. И, кстати говоря, отверстия здесь нету. Может быть, за счет этого не сильно много его туда попало. Лишение невидимости. Так, ну здесь сухо. Здесь действительно абсолютно сухо. Отлично. Все хорошо. Помочь? Чтоб ты его не уронил просто. На стол вот тряпку. Да. Так, ну вот следы попадания антифриза, коррозия. Но там сухо, дальше не попадало. Поэтому достаточно будет просто поменять. Коррозия и туда попала. Достаточно будет поменять подшипник и сальник. И автомобиль будет дальше ездить. Ну вот как раз подтверждение, что антифриз попадал в подшипник. Смазка стала такой розовой. Вообще она должна быть первоначально беленькая. Вот, а здесь она уже стала такая розовая. Пока никто из руководства не видел, мы решили дать огня и немного погонять подшипник. Так, все, установлен уже и мотор, и хитер. Попроверяли все затяжки. Сейчас отпускаем, тестируем ее. Читаем компьютером ошибки и смотрим.
Но, к сожалению, хоть автомобиль и поехал, и пропала ошибка по изоляции, но появилась ошибка по тепловому насосу. И хитр, который мы установили, не включался. При дальнейшей диагностике выявилось, что когда замкнул хитр, сгорел предохранитель и выгорел транзистор, который включает его. И если по активности в комментариях я увижу, что интересно, то, возможно, сниму продолжение ремонта этого Мерседеса. Ну а сейчас спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Здоровья и удачи всем, пока!